Все чаще в последнее время мне звонят люди и интересуются, как уехать из России в Грузию. Чтобы не сидеть целый день на телефоне и не рассказывать по 100 раз одно и то же, я решил записать небольшой, но очень информативный ролик. Ставь лайк не за старание, если еще не подписан, жми кнопку подписаться под этим видео, ведь тебя ждет много всего интересного. Итак, приступим. Первое. Гражданам РФ выехать из России наземным путем сейчас практически невозможно, так как продолжает действовать распоряжение правительства РФ номер 763-Р от 27 марта 2020 года, где говорится об основаниях для выезда из РФ, кто может выехать и с какими целями. Чтобы вас пропустили на машине через таможню Верхний Ларс, надо иметь достаточно веские на то основания. Первое. Вид на жительство в Грузии. Второе. Один из супругов гражданин Грузии. Третье. Трудовой контракт. Четвертое. Документ на право собственности, то есть иметь недвижку в стране следования. Еще недавно было, если вы едете на лечение. Насколько я наслышан, по медицинским показаниям сейчас выпускают очень неохотно. Скажем прямо, просто разворачивают обратно. Слишком много надо бумаг подтверждений. А вот иностранцам, в том числе гражданам Беларуси, Украины, основания для выезда не нужны, и это один из удобных способов попасть в Грузию. Но возможны тщательные проверки со стороны погранслужбы РФ, в том числе телефонов и содержимого соцсетей. Также слышал, что из-за лавиноопасности сейчас граница вообще закрыта для всех видов транспорта. В любом случае, необходимую информацию о возможности проезда этой таможни Верхний Ларс следует уточнять. Вы можете это сделать по телефонам, которые я оставлю в описании под этим видео. Это что касаемо сухопутной границы России и Грузии Верхний Ларс. Не все так радужно, а потому остается самый проверенный и возможный вариант – это самолет. Здесь два пути – через Армению или Турцию. Если вы выбрали воздушный путь через Турцию, то перелет до Стамбула, оттуда самолетом уже в Грузию. Если через Армению, то лететь до Еревана или Гюмри. Оттуда до Грузии можно добраться маршруткой или поездом. Кажется, это самый удобный сейчас вариант. Про поезд уточняйте, ссылку я также оставлю под видео. Недавно можно было лететь через Белоруссию, но ввиду последних событий, кажется, там все сложно, тоже надо уточнять. Есть еще направление через Азербайджан или Эмираты, но не финансово затратные, поэтому не стал их рассматривать. Внимание, важно! Перед въездом в Грузию для прохождения грузинской таможни вам необходимо заполнить анкету. Ссылку на нее я также оставлю в описании под этим видео. Анкета на грузинском и английском языках. С грузинским, предполагаю, будут трудности, поэтому выбираем английский, там все просто и легко. Сейчас есть Google, Яндекс.Переводчик, поэтому, думаю, заполнить ее труда не составит. Въехать в Грузию можно с любой двухфазной вакциной или однофазной Johnson & Johnson. На границе подойдет печатный или электронный вариант сертификата. Тем, кто без прививки, понадобится ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до пересечения границы. Здесь тоже электронный либо печатный вариант. Статус переболевшего в Грузии не имеет юридической силы. Детям до 10 лет тест не нужен. Хорошая новость. Теперь по приезду не надо на третий день делать повторный ПЦР-тест. С 1 марта эту опцию упразднили. Для граждан РФ, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана и многих-многих других в стране действует безвизовый режим. Вы можете находиться на легальном основании здесь целый год. Потом легко можно сделать визаран, выехав в Турцию или в Армению, которые рядом. Срок обнуляется, и вы можете находиться на территории Грузии еще целый год. Про жилье. Я расскажу вам, как сделали мы, а вам выбирать уже, каким путем следовать дальше. Итак, для начала мы воспользовались общеизвестными ресурсами Booking и Airbnb. Ссылки также под видео. На одном из этих сайтов выбрали подходящее нам по цене и всем хотелкам жилье на первое время. Дальше, по приезду немного освоившись, можно уже искать жилье на более продолжительное. Так я разместил объявление в одной из батумских групп на Фейсбуке и уже в течение пары часов получил множество ответов. И мы с женой пошли смотреть и выбирать свою будущую квартиру. До отъезда в Грузию я просматривал батумские группы на Фейсбуке, анализировал информацию и уже знал, что жилье можно снять по цене до 500 лари. Так часто люди писали, и я поступил так же. Написал: сниму квартиру со всем необходимым на длительный срок. Бюджет до 500 лари. И так случилось, сняли сразу же на первой линии за 450 лари. Это $150 в месяц. Плюс коммунальные услуги.
Сейчас можно снять приличное жилье за 200-300 долларов. Некоторые риэлторы для своей пользы, видя, что народ прибывает, начали накручивать заоблачные цены. Тут, как говорится, кому война, кому мать родна. Многие люди сейчас едут не от хорошей жизни, и не у всех есть достаточно сбережений. Не понимаю, как можно на горе своих же земляков делать деньги, но факт остается фактом. По секрету скажу, риэлторы в этом вопросе нам вообще не нужны. Пишем в группу, и сам хозяин квартиры или апартаментов вам ответит напрямую. При съеме жилья оплачивается первый и последний месяц. Обратите внимание, что в квартире были батареи. В Батуми климат влажный. Отопление лучше газовое. Электричеством топить дороговато выходит. Ничего не бойтесь, в Грузии очень хорошие люди, с русским языком проблем нет, отношение к русским прекрасное. Грузины понимают, что власть и люди не одно и то же. Добрым людям здесь всегда рады. Нравится? Подпишись. И еще. В связи с введением санкций к некоторым банкам РФ рекомендую брать с собой наличную валюту. Чтобы более понятно объяснить курс, скажу по-простому. 1 доллар это 3 лари. 1 лари это 25-28 рублей. Примерно так, сами понимаете, рубль сейчас нестабилен. В общем, лучше ехать с долларом. Из особенностей забыл сказать, что касаемо Батуми. Это город курортный, и понятно, что к летнему сезону цены будут повышаться. Чтобы вы были к этому готовы, и лучше сразу эти моменты обговорить с хозяином жилья, чтобы потом не было недоразумений. Я надеюсь, что все доходчиво рассказал, и эта информация окажется вам полезной. Оцените мои старания, нажав под видео палец вверх. Это необходимо для продвижения моего совсем еще молодого канала. И чтобы этот ролик увидело больше людей. Подпишитесь, пожалуйста, под этим видео есть кнопка. Так вы не пропустите другие мои полезные выпуски. А мне будет приятно, что вы оценили то, чем я занимаюсь. Заранее спасибо. В любой ситуации оставайтесь на плаву. Делитесь ссылкой на мой канал со своими друзьями. Не забудьте нажать кнопку подписаться и напишите мне в комментариях, что лично вам интересно и про что бы вы хотели, чтобы я рассказал. А я постараюсь выполнить вашу просьбу. На сегодня все. Оставайтесь на плаву. Все полезные ссылки смотрите под этим видео.